Привет, друзья! Сегодня хотел рассказать вам об оппозиционных политических каналах, которые вещают на русскоговорящую аудиторию. В этом видео я расскажу о самых популярных из них, о тех, которые читаю сам, и с частью авторов я знаком лично, поскольку занимаюсь политикой с Болотной площади 2011 года в Москве. И первый участник нашего топа – это Марк Фейгин. Марк Фейгин ведет YouTube-канал, где берет интервью у политиков и экспертов о различных аспектах войны России против Украины. Изначально канал задумывался и начинался как канал журналиста, который берет интервью на различные политические темы. Но в последние 1,5 года он сосредоточен на войне, поскольку война – это сейчас основное, что происходит. С февраля 2022 года его беседы с Алексеем Арестовичем приобрели огромную популярность. Вначале они выходили каждый день. Теперь беседы с Арестовичем происходят каждые несколько дней. И каждая такая беседа набирает более 1 миллиона просмотров. И только на одном канале Марка Фейгина. Эфиры также транслируются на канал Алексея Арестовича и даже на некоторые украинские телеканалы. Алексей Арестович – бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского. Именно он с самого начала понял важность взаимодействия с русскоговорящей аудиторией и отличался тем, что не смешивал с грязью всех русскоговорящих людей, разделяя путинистов и лояльно настроено к Украине гражданское население. Украинская же позиция, напротив, заключалась в том, что возлагала вину на всех русскоговорящих людей, проживающих в России. Всех русских записывали во врагов. Алексей Арестович запомнился тем, что с самого начала войны работал как психотерапевт в общенациональном масштабе. И на эфирах Фейгина и Арестовича можно было узнать правду о происходящем на войне и действительную обстановку на фронте. Они в спокойной и непринужденной атмосфере вечером обсуждали все самые значимые события на фронте. Второй участник нашего топа – телеграм-канал Генерал СВР. Это генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ, как он сам о себе рассказывает. И как говорит Валерий Соловей, достоверность информации проверить невозможно, поскольку автор скрывает свое лицо и местонахождение из-за того, что спецслужбы путинского режима постоянно хотят его ликвидировать и предпринимают такие попытки. Сам он у себя в эфирах рассказывал, что регулярно вынужден переезжать с места на место, меняя место дислокации, поскольку путинский режим тратит огромные деньги на то, чтобы достать даже с-за границей всех людей, которые могут нанести ему вред. Генерал СВР, по его собственным словам, работал вместе с Путиным примерно до 2017-2018 года, когда Путин попытался его отравить за нелояльность, поскольку генерал отказался исполнять преступные приказы. Чудом генералу удалось выбраться за границу, где он и начал свою массированную оппозиционную деятельность по свержению путинской системы власти. Третий участник нашего топа – Валерий Соловей. Я познакомился с Валерием Дмитриевичем Соловьем в 2019 году после протестов в Москве, которые прошли 27 июля и 3 августа 2019 года из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. В то время Валерий Соловей давал много интервью различным оппозиционным каналам на YouTube. И все, кто интересуется политикой, могли видеть его беседы с журналистами на таких каналах, как Радио Свобода, RTVI, Марк Фейгин, Дождь, Эхо Москвы и других. Или встречать его видео в рекомендациях. Валерий Соловей изначально стал популярен как автор инсайдов из Кремля. Через него в медийное пространство просачивалась секретная информация, которую больше негде было получить, что и привело к взрывному росту его популярности, пока его популярность не достигла таких масштабов, что стала всерьез угрожать Кремлю. Также Валерий Соловей обеспечил первую рекламу и вход в медийное пространство телеграм-канала Генерал СВР, о котором я говорил прежде. Многие люди верили профессору Соловью, и своей репутацией он обеспечил первоначальный рост генералу СВР, поскольку другие оппозиционные каналы просто испугались бы публиковать рекламу такого сорта. Четвертый участник топа – это YouTube-канал и одновременно телеграм-канал «Быть или». Украинский видеоблогер, который скрывает свое лицо белой маской. Он учит людей адекватности, рассудительности и критическому мышлению. Публикует у себя на YouTube-канале и в Телеграме аналитические статьи по войне и анализирует поступающую информацию. Часто у него на каналах можно встретить аналитические доклады иностранных военных ведомств и разведок стран НАТО, а в Телеграме канал публикует новости по войне без цензуры. Пятый участник нашего списка – Телеграм-канал «Правда Геращенко». Его ведет Антон Геращенко, бывший заместитель министра внутренних дел Украины, а ныне советник министра внутренних дел. На канале в реальном времени публикуются все новости по войне России
России против Украины с украинской позицией по делу. Основную часть контента составляют различные проблемы, происходящие внутри России, с целью показать разруху и глупое поведение россиян в тех или иных ситуациях, и особенно путинских политиков, наемников и военных. Своей целью канал ставит максимально точное донесение информации до граждан России и как можно более скорое прекращение войны. Пытается объяснить людям, что война неразумна, глупа, преступна, и Россия, как агрессор, понесет в ней поражение. Шестой участник списка. Интернет-издание The Moscow Times. Голландская газета, которая выходит в электронном виде и публикует реальную информацию о проблемах в России с ярким оппозиционным оттенком. Вся информация направлена против путинского режима. Здесь можно почитать правдивые политические новости и истории из жизни людей, которые не всегда встречаются в других изданиях. The Moscow Times публикует свою авторскую точку зрения, без ссылок на какие-либо официальные российские источники. Седьмой участник. Радио Свобода. Некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США и ставящая своей задачей продвижение демократических ценностей по всему миру. Мне нравится смотреть их интервью с различными гостями и политическими экспертами на YouTube. Я многократно встречал их корреспондентов на улицах Москвы в районе станции метро Маяковская, где они берут интервью у прохожих. В их выпусках вы вряд ли услышите какие-то радикальные призывы к действиям, но можете рассчитывать на честную оценку происходящего, без какой-либо российской пропаганды. Восьмой участник. Издание «База», создано в 2019 году выходцами с канала Мэш и Life. Своей целью они поставили честную журналистику и журналистские расследования, поскольку в России уже сама честность стала оппозиционной политикой в атмосфере тотальной лжи и путинской пропаганды. Поэтому, публикуя реальную информацию без искажений, канал уже можно считать оппозиционным. Девятый участник. YouTube-канал «Популярная политика». Канал, созданный сотрудниками ФБК. ФБК – это фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который прежде выпускал громкие антикоррупционные расследования. Поскольку деятельность штабов Навального была прекращена преступными действиями путинского режима, то ведущие переместились в Вильнюс, в Литву, откуда получили возможность заниматься честной журналистикой и продолжить борьбу с коррупцией. Они освещают многие значимые политические события и особенно много говорят о войне России против Украины, где стараются показывать события непредвзято. Десятый и завершающий пункт нашего топа – YouTube-канал Ходорковский Лайф. Канал Михаила Ходорковского, где выходят интервью с различными ведущими, экспертами, экономическими экспертами на политические темы без цензуры. По тематике он схож с популярной политикой от ФБК, но ведет его другая команда, с другими ведущими и другими гостями. Его направленность также резко оппозиционная.